Будет ли альт-сезон? Рынок альтов сейчас выглядит так, будто в нем не осталось жизни. Многие уже не думают об усреднении, они считают, как бы выйти хотя бы без катастрофического убытка. В чатах, комментариях, постах звучит одна и та же мысль: цикл закончился, биткоин развернулся вниз, альты больше никому не интересны. Как раз в такие моменты рынок часто готовит самый неприятный сюрприз для большинства. В точке максимального разочарования все может начать разворачиваться в обратную сторону. Давайте разберемся, почему альт-сезон не отменен, а лишь отложен. Начнем с главного фактора – интереса США. Америке выгодно, чтобы крипторынок рос. И это не только вопрос технологий или нового финансового тренда, но и вопрос долговой системы. Потому что каждый новый доллар, который появляется в крупных стейблах, так или иначе поддерживает спрос на американский долг. USDT, USDC и другие крупные стейблы не возникают из воздуха. Эмитенты держат под них резервы, значительная часть которых размещается в американских казначейских облигациях и аналогичных инструментах. Чем больше денег заходит в стейблкоины, тем выше косвенный спрос на американские долговые бумаги. Если посмотреть шире, то чтобы крипторынок рос, нужны стейблкоины. Они нужны для торговли, переводов между биржами и парковки капитала внутри рынка. И если рынок оживает, в него приходят новые участники, первым делом растет потребность именно в стейблах. А значит, памп крипторынка – это не просто история про спекуляции, а механизм, который усиливает глобальный спрос на долларовую инфраструктуру. Сегодня банки и государства уже не всегда способны в одиночку поглощать нужной системе объем долга. И тут появляется крипта. Через стейблкоины деньги в долларовую систему приносят миллионы людей по всему миру. Они становятся участниками системы, которая поддерживает доллар и спрос на американские активы. Поэтому логика проста. США невыгодно уничтожать крипту, выгоднее контролировать, регулировать и встраивать ее в свою финансовую архитектуру. Именно это мы сейчас и наблюдаем. ETF уже стали частью реальности. Банки получают возможность работать с криптоинфраструктурой. Стейблкоины все активнее обсуждаются как элемент платежной системы. Регуляция постепенно перестает быть только карательной и все больше формирует правила игры. То, что многие воспринимают как конец свободы, может оказаться фундаментом для следующего большого цикла. Когда появляются законы, лицензии, понятные правила, платежные интеграции и каналы входа для крупных игроков, рынок получает не потолок, а рельсы. И именно потом по этим рельсам заходит новый капитал. Но чтобы эта машина заработала на полную мощность, нужен массовый приток новых участников. Но массовый приток не приходит на рынке, где растут только 2-3 монеты. Он приходит, когда у людей возникает ощущение, что растет все. Когда открываешь топ-200 и там зеленое почти везде. Именно такой широкий памп и создает розничный ажиотаж. Люди покупают стейблы, переводят деньги на бирже, ищут следующие иксы и заходят в экосистему, увеличивая ликвидность. Поэтому альт-сезон для США – это удобный инструмент расширения долларовой цифровой зоны. Теперь ко второму фактору – доминация биткоина. Сейчас она находится на высоких уровнях. Исторически именно из таких зон часто начиналось движение. И в прошлых циклах это нередко сопровождалось сильным ростом альтов, иногда даже тогда, когда сам биткоин уже не показывал яркого импульса вверх. Для начала альт-сезона не всегда нужен новый исторический максимум по биткоину. Иногда достаточно, чтобы он перестал забирать на себя все внимание и ликвидность. Как только его импульс замедляется, а доминация начинает проседать, часть капитала постепенно перетекает в более рискованные активы. И именно тогда альты получают шанс на сильное движение. Третий фактор – Ethereum и Layer 2. Сейчас многие говорят, комиссии низкие, значит решения второго уровня больше не нужны. Но это крайне поверхностная оценка рынка. Когда на рынок возвращается ажиотаж, приходит массовый пользователь и запускаются новые тренды, эфир очень быстро вспоминает о своих ограничениях, и без L2 сеть снова начинает упираться в потолок. Более того, архитектура эфира уже давно строится вокруг второго уровня. Обновление сети, блобс и вся долгосрочная дорожная карта говорят об одном – масштабирование должно происходить через L2. Это не временный костыль, а стратегическая модель развития. Поэтому сильные L2 проекты не исчезают только потому, что рынок в депрессии. Если команда жива, продукт развивается и экосистема сохраняется, такие проекты могут пережить долгий период слабости. Да, есть разлоки, да, есть давление со стороны предложения, но далеко не каждый разлок – это смертельный приговор. На слабом рынке все видится драматично, но с возвратом ликвидности это быстро перестает быть главным фактором. Четвертый момент – психология. Возможно, это самая сильная часть всего тезиса. Сейчас рынок альтов находится в состоянии почти полного эмоционального выгорания. Люди уже устали ждать и не верят в рост. Даже те, кто заходил через фонды, сиды и известных венчурных игроков, часто находятся в серьезном минусе и предпочитают просто молчать. Это означает, что серьезного покупателя внизу просто нет. А значит, цену можно продавить еще сильнее без большого сопротивления. И именно это дополнительно усиливает ощущение, что все кончено. Но рынок часто разворачивается не тогда, когда всем страшно, а когда большинство уже смирилось. Когда любой рост
рост воспринимается не как начало нового тренда, а как подарок судьбы, чтобы просто выйти в ноль. Одни начинают фиксировать убытки при первом же отскоке, другие, оставшиеся вне рынка, считают это ложным движением и открывают шорты. И пока толпа спорит, крупный капитал спокойно забирает объемы. Дальше происходит классическая история. Сначала рынок растет без веры, потом без большинства. И только в финальной фазе в него снова начинают массово верить. Пятый фактор – ликвидность в системе. Популярно говорить, что на альты просто не хватило денег, но если посмотреть на последние 2 года, то денег в системе было достаточно. Росли американские акции, рос NASDAQ, рос Russell 2000, обновляло максимум золота. Сам биткоин тоже показал сильнейшее движение. То есть проблема была не в нехватке ликвидности, а в том, что она просто не шла в альты. А это 2 большие разницы. Когда денег нет, это одна ситуация. Когда они есть, но стоят в стороне и ждут момента, совсем другая. И как только меняется настроение, как только появляется триггер, именно такие рынки могут двигаться очень резко. Итог простой. Текущее дно по альтам не финал, а стадия капитуляции. Именно здесь риск кажется максимальным, но именно отсюда начинаются самые сильные движения. США заинтересованы в росте стейблкоинов и расширении долларовой цифровой инфраструктуры. Доминация биткоина близка к тем уровням, откуда исторически часто начиналось перераспределение ликвидности. Эфир по-прежнему нуждается в L2 для масштабирования. Психология рынка находится в фазе крайнего разочарования, а регуляция все больше похожа не на запрет, а на подготовку почвы под следующий цикл. Поэтому главный вывод такой: альтсезон не отменен. Он просто ждет момента, когда в него окончательно перестанет верить большинство.